уже Гаудалест? Да? Мы сейчас куда-то тут припаркуемся. Все, идем. Привет! А мы сегодня отправились в Гуадалест, и не только. Мы еще хотим доехать в Аликанте, Торревьехо и Бенидорм. Буквально вчера мы еще были с Полиной в Мадриде, а сегодня уже новое видео снимаем для вас. Маму плохо видно, там темно слишком. Гуадалест – одно из самых красивых горных селений Испании, где сейчас живет около 200 человек. Но ежегодно сюда приезжают сотни тысяч путешественников. Наше знакомство начинается с узких улочек, вдоль которых тянутся уютные магазинчики. Здесь продают местные сладости, керамику, изделия ручной работы, оливковое масло и сувениры. Кажется, что каждый дом хранит свою историю. Сам поселок расположен на высокой скале, а его каменные дома буквально вырастают из гор. Над ними возвышаются руины средневекового замка, откуда открываются захватывающие виды. Внизу раскинулось знаменитое бирюзовое водохранилище. Гуадалест окружен горными вершинами. Контраст лазурной воды, суровых скал и старинной архитектуры делает это место одним из самых живописных уголков провинции Аликанте. Мы пришли в музей миниатюр, и причем их здесь два в Гуадалесте. Один называется «Микрогиганты», а этот «Микроминиатюр». Скидочки, если вы берете сразу в два музея, значительные. Вместо 10 евро 8. Смотрите, вот эти вот маленькие миниатюрки можно только под микроскопом рассмотреть. Давид, Моисей. Смотрите, они буквально 1 сантиметрик. Да какой сантиметр там вообще? Ну вот они какие маленькие. Классно, да? Как так Это на сигарете, да? Они там что-то нарисовали. Внутри там сделано. Я не знаю, видно, нет? Видно. То есть это доли миллиметра, и получилась розочка. Вот мы пришли во второй музей, микрогигант. Смотрите, как интересно сделан. Ракушечка. Пойдемте, мы еще здесь не были. Там дерево, но это на втором этаже. О, здесь классный велосипед. Пойдемте на третий этаж сначала сходим, пока здесь люди. Хорошо, пошли. А потом придем. Святой. Ah, no, pero eso es el final de la caracola, ¿no? So high. Бенидорм. А это уже Бенидорм. Кажется, будто небоскребы выросли прямо из моря. С одной стороны современные высотки, а с другой бескрайнее Средиземное море и потрясающие виды. Не зря этот город называют испанским Манхэттеном. 1 мая, и самые смелые уже открыли купальный сезон. А мы просто сидим у моря и любуемся видами, смотрим на чаек, которые кружат над водой. За одну рыбу борьба идет. О, смотри, как раскрылся. Ну, конечно, утащили у него рыбу. Или там внизу что-то есть?
Наш день сегодня начался с дождика и зонтика, а к вечеру распогодилось, солнышко. Но тучки в горах все равно есть. Тучи какие красивые. So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for so. Это холл нашего отеля. Несколько комнат, в том числе наша. Здесь будем завтра вкушать явство, которое нам предложат. То есть здесь будет завтрак. Ну, смотрите, какая прелесть. Просто уже заранее подготовлено даже. Как очаровательно. Столовая на втором этаже, а на первом вот такое размещение. На улице бассейн, причем обогреваемый. Жалко, что мы не взяли купальники. Нагулялись, пришли обратно в номер. Ну, кстати, как классно. Две больших кровати, картины. Раньше, говорят, здесь дом был жилой, а потом переделали его в отель. Очень классно. Здесь причем все так продумано. Очень нам понравилось. Тут что-то в Торревехе сегодня как раз вот читали. 110 тысяч населения и 120 национальностей здесь живет. Вот, Торревеха, ну это такая деревушка, в принципе. Вот эти вот, кстати, продают они нелегально. И там написано в начале штраф идет 200 рублей, если ты незаконно купишь. А вот, кстати, вот написано по-испански штраф 200 евро. To try, but not me, not me. Сегодня приехали в Аликанте. Решили пойти к замку и увидели горы. Поняли, что замок находится в горах. В Аликанте есть два холма. Один и вот там вдалеке второй. Туда мы не рискнули подниматься. Но вот сюда мы поднимемся. Это Кастель де Сан-Ферран. Говорят, что его построили в 19 веке. И он не пригодился для военных сражений, потому что завершили его тогда, когда война была уже, бои уже были окончены. Поэтому сейчас оно используется только для прогулок туристов. Ну, куда мы направляемся. И потихонечку поднимаемся мы. Такой значительный уклон. Ну и нам все время говорят, что на телегах с грузом все это строилось раньше. Вот как сюда может подняться телега. Вот такой уклон. Наверное, 45 градусов, может, чуть меньше. Смотрите, какие тут охранники. Как думаете, спросить у них разрешение? Можно нам войти? Интересно, какой здесь фейс-контроль? И вообще, что это за животное? Ну, что-то мохнатое, видимо. На львов не сильно похоже, как будто бы собаки. А вы как думаете, что это такое? Откуда взялось такое животное? Ну, мы не ищем легких путей. Нам надо побыстрее вскарабкаться. Поэтому мы выбрали лестницу. Тем более, какие, смотрите, злаковые, красивые здесь травки. Я даже сразу не поняла, оказывается, это самая верхняя точка. Я была настроена еще подниматься и подниматься. Немножко даже раздосадована. Хотелось бы вот как там, высоко, с усилием.
Но все, да, нечего здесь больше и рассматривать. Но зато вот этих животных теперь можем рассмотреть с вами сзади. И судя по хвостикам, все-таки, наверное, это львы. Как думаете? Нет, конечно, я немножко приврала, сказав, что я хочу подняться вот на ту гору и что мне здесь мало. Мне вот здесь достаточно. Находились мы за последние несколько дней. Я думаю, что... Сколько, Саш, километров, если 50 мы были, значит, в Мадриде с Полинкой за 4 дня нагуляли. Ну и здесь тоже. Ну сколько, километров 20? Сколько, Саш, мы пошли? 20 точно. 20 точно. точно. 15, наверное, в день, я так думаю. Да, то есть много. Поэтому многие уже, да, не говорят спасибо. Вот. Так что этого нам вполне достаточно. Пойдем сейчас обратно в город. Мы заметили этот вход, но пропустить его, конечно, мы не можем. И вообще моя мечта со спелеологом сползать куда-нибудь под землю, посмотреть какие-нибудь катакомбы. Мне всегда это почему-то нравилось. Что заброшенные какие-то строения. Но я не имею в виду жилые старые дома, а именно что-то древнее, какие-то конструкции. Вот это интересно, реально. Мечты сбываются. Мы наконец-то побывали в пещерах со спелеологом. Обязательно посмотрите это видео. А совсем скоро мы покажем Рикену, где исследуем старые заброшенные подземелья и потайные места. Ну и вот таким образом выглядит это внутри. Интересно, была здесь когда-то вода? Как обычно бывает вокруг крепостей. Или нет? Не, воды, наверное, не было. Смотрите. Просто зачерненное все. Обычно это говорит либо о плесени, либо о воде, либо о времени. Но история говорит, что этому строению не так много лет, 200 от силы. Не так долго мы были в Аликанте. Снимаю хотя бы из машины. Сейчас мы едем в Дению и Гандию. А мы приехали в Дению. Это малюсенький городочек. Порт. Смотрите, сколько здесь яхт. Больше всего нам понравился запах моря, свежести, водорослей. А вдалеке главная достопримечательность Дении. Замок-крепость XI века. Я только что вот такого краба видела. Краба? Да. Где? На камнях. Ну, кое-тоже где, не знаю где. А вот здесь на камне, посмотри, ракушки. Они прям пасти открыли. Вот на этом камне плохо видно, на другом. То есть открыли, а потом закрыли. Так, открыть машину. Хорошо. А сейчас мы находимся в Дении. Это самый уютный городок на побережье Коста-Бланки, где живет около 45 тысяч человек. Летом сюда приезжает большое количество туристов, и город сразу оживает. На Дении возвышается древний замок с потрясающими видами над морем, а в местном порту каждый день отправляются паромы на Балеарские острова, Ибицу и Майорку. А еще Дения известна своей кухней. ЮНЕСКО присвоила ей статус творческого города гастрономии. Здесь хочется никуда не спешить и гулять по старым улочкам, заглядывать на рынки, наслаждаться морем и пробовать новые блюда. Ой, какой кот красивый! Давай.